Итак, тема сегодняшней лекции — цивилизационный подход и закон вызова и ответа Арнольда Тойнби. Итак, первый вопрос. Формационный подход. Значит, в истории существует два подхода: формационный и цивилизационный. Главная мысль формационного подхода состоит в том, что развитие общества происходит через ступени, то есть через формации. То есть развитие общества происходит прогрессивно. Так вот, автором этого подхода был Карл Маркс, ну и Фридрих Энгельс. Подробнее об этом формационном подходе я расскажу в другом параграфе. А сейчас расскажу подробнее о втором подходе, о цивилизационном подходе. История. Итак, главная мысль цивилизационного подхода. Существует три главных идеи этого подхода. Первое. Каждая локальная цивилизация имеет неповторимое своеобразие. Цивилизации отличаются друг от друга по системам ценностей, обычаи, культуре, производственной технологии, по своей морали и философии. Вторая мысль. Каждая локальная цивилизация переживает периоды рождения, рассвет, упадок, гибель. Ну, как у человека. Таков цикл жизни цивилизации. Ну, у человека, вы знаете, детство, юность, зрелость, старость, смерть. Третья мысль цивилизационного подхода. Эти локальные цивилизации существуют рядом друг с другом, сменяют друг друга и борются друг против друга. Ну, пример, за ним далеко ходить не надо. Сегодня западная цивилизация на Украине борется с российской цивилизацией. Так вот, исследователь выделяет несколько локальных цивилизаций. Ну, разные исследователи выделяют разный список этих цивилизаций. Но в целом, вот, какие были цивилизации? Древний Египет, цивилизации Вавилона и Ассирии, Древний Китай, Древняя Индия, античная цивилизация Древней Греции и Древнего Рима, цивилизации Древней Америки, мусульманская цивилизация арабского халифата и Османской империи, западноевропейская цивилизация, ну, которая сегодня остается самой главной. Существуют дискуссии о составе этого списка цивилизаций. Причина этой дискуссии состоит в том, что исследователи пока не нашли и не договорились о критерии, которые отличают одну цивилизацию от другой. По моему мнению, таким критерием является список совершенных этой цивилизацией великих социальных изобретений. Например, большие сомнения у меня вызывает попытка
считать Россию отдельной цивилизацией. Несмотря на российский патриотизм, трудно отыскать в истории России факт совершенных великих социальных изобретений, которые вошли в золотой фонд человечества. Россия, как и большинство стран мира, не изобретала, а училась у других цивилизаций. Хочется повторить еще раз, что Россия – это переходная страна от Азии к Европе, наподобие Византии. Цивилизация – это общество, построенное на определенном наборе великих социальных изобретений. Одна цивилизация отличается от другой набором этих изобретений. Представители этого цивилизационного подхода. Так вот, изобретателем этого подхода был Джамбаттиста Викко. После него были Освальд Шпенглер и Арнольд Тойнби. Они создали классические и широко известные теории в рамках цивилизационного подхода в истории общества. Все эти авторы по типу личности были психологами, поэтому увлекались изложением вопросов культуры и мифологии. Их стиль изложения был метафоричным и слишком многословным. Из этих троих я больше всего ценю теорию Арнольда Тойнби. Поэтому я буду излагать только эту теорию. А теории Викко и Шпенглера я не буду излагать в этом ролике. Кому интересно, пусть почитает мой учебник. Так, следующий вопрос. Синтез формационного и цивилизационного подходов. Это моя точка зрения. Некоторые авторы необоснованно противопоставляли эти подходы при исследовании истории общества. По моему мнению, необходим теоретический синтез этих подходов. Кто гонит человечество вверх по ступеням прогрессивного формационного развития? Некоторые религиозные философы в качестве такого кнута называли Божью волю, этот кнут ведет человечество к цели. Такое объяснение меня не устраивает, так как, по моему мнению, Бога не существует. Я ведь атеист. Прогресс общества идет не по божественному плану, а путем слепого поиска, путем проб и ошибок, по закону вызова и ответа Арнольда Тойнби. Локальные цивилизации реализуют различные проекты развития, борются друг с другом. В результате с помощью войны и конкуренции на международном рынке происходит естественный отбор этих цивилизаций и их ответов. Из-за этой борьбы цивилизаций происходит смена цивилизаций и лидеров на мировой арене. Вот сегодня самое главное у нас западная цивилизация. А в западной цивилизации самое главное – это Соединенные Штаты Америки. И процесс глобализации часто означает процесс американизации. Но Россия выступила против, когда Америка решила отобрать у России нашу сферу влияния, Украину отобрать. Он на форумах пишет: отдайте нам Севастополь. Я им отвечаю: уши вы получите от дохлого осла, а не Севастополь. Поэтому война покажет, кто главный. Ну, а что касается России, она училась у разных учителей. Сначала она училась у варягов, потом у византийцев, у греков, ну а потом у Запада. Сначала были поляки, Голландия и так далее.
учились с ними, у них и воевали с ними. Ну, Швецию, например, победили, Францию победили, Германию победили, фашистскую Германию. Россия умеет побеждать своих учителей. Война и рынок – это всегда жребий, поэтому ни одна цивилизация не может побеждать вечно по теории вероятности. Однажды удача может отвернуться от ранее удачливой цивилизации. К тому же со временем происходит вырождение творческой элиты этой цивилизации. Элита теряет способность делать изобретения. Локальная цивилизация – это единица отбора в человеческой истории, наподобие биологического вида в биосфере. Это вот связь моей теории с теорией Дарвина, социал-дарвинизм. Таким образом, борьба локальных цивилизаций является причиной формационного развития. Тем кнутом, который гонит человечество вверх по ступеням прогрессивного развития. Хотя отдельные люди, нации, организации, группы, страны и цивилизации развиваются циклически через рождение, рассвет, упадок и гибель. То есть цивилизации рождаются и погибают, а развитие вверх по ступеням идет. Примеры цивилизаций лидеров на мировой арене, которые сменяли друг друга. Ну, это, конечно, первый Древний Восток. Это Египет, Междуречье, там индийская цивилизация, китайская цивилизация. Затем лидер античная цивилизация, это Древняя Греция, Древний Рим. Потом западная цивилизация, Западная Европа и Америка. Ну а кто будет следующим? Посмотрим, может и Россия будет. Многие завоеватели прошлого, Александр Македонский, Чингисхан, Наполеон Бонапарт, Адольф Гитлер пытались завоевать мировое господство. Но эта идея является утопией. То есть война за лидерство была и будет. Вот сегодня на Украине идет война. Всех они победили, американцы, а Россия не поддалась и не поддастся. И Россия победит. Так вот, идея о мировом господстве является утопией, так как воплощение в жизнь этой идеи привело бы к окончанию соперничества между цивилизациями, к застою и окончанию прогресса человечества, что невозможно в принципе. Создание глобальной системы человеческого общества, которое мы наблюдаем сегодня, приведет не к прекращению, а к обострению экономического соперничества между, да и военного соперничества, между отдельными регионами мира. Например, по темпам экономического развития сегодня на первое место вышли страны Юго-Восточной Азии и Китай. Славянофилы в России XIX века предлагали искать свой российский путь прогресса. Большевики пытались найти этот путь прогресса на практике, но в результате выяснилось, что нельзя искать свой путь прогресса в отсталой стране. То есть большевики завели развитие России в тупик. Сначала нужно догнать передовые страны. Ну, как мы при Ельцине догнали, ввели английские изобретения. Нужно ввести их новейшие социальные изобретения. Ну вот при Ельцине мы ввели систему представительной демократии, рынок и частную собственность, а только затем пробовать изобретать свой путь прогресса. Ну, может, что-то изобретем. В оружии мы точно изобрели гиперзвуковое оружие. То, что нет у американцев. Итак, следующая тема. Закон вызова и ответа Арнольда Тойнби. Ну, он написал книгу «Постижение истории». Ну, многотомное собрание сочинений. Читать невозможно.
Я сократил эту 1000 страниц его книги до 2 страниц. И это конфетка, то есть ученики легко запоминают. И так он жил, Тойнби, в 20 веке. Объездил весь мир как дипломат. И везде видел обломки восточных цивилизаций. Главная мысль Тойнби. Сущность закона вызова и ответа состоит в следующем. Окружающая среда предлагает цивилизации вызов. Элита должна найти ответ. Если ответа нет или он неадекватный, то цивилизация погибает. Если элите удается найти правильный ответ, то эта цивилизация завоевывает и учит соседей, учит этому великому социальному изобретению. Расширение границ, пополнение рабочей силы и ассимиляция соседних варваров – эти виды деятельности характерны для любой цивилизации. Бывает 3 сорта вызовов. Первый. Неблагоприятные природные и климатические условия. Цивилизация достигает успехов не вследствие легких условий географической среды, а вопреки суровому климату. Отсутствие вызовов и слишком хорошие природные условия, как правило, поощряют возврат к природе. Ну, вперед к обезьянам. Они залезли на дерево, съели там, сорвали банан и покушали. И не нужно никаких там строить машин. Вот так и живут до сих пор в Африке. Там не было никогда ни одной цивилизации. Потому что слишком благоприятные условия. Отсутствие вызовов приводит к прекращению всякого развития цивилизации. Второй вызов. Нападение иноземцев. Нужно или изобрести хорошее оружие, или погибнуть. Ну, в древние времена завоеванные народы, завоеватели просто убивали и даже съедали. Каннибализм. Поэтому мы сегодня не можем найти переходных ступеней от обезьяны к человеку. Да их всех съели. Homo sapiens. Всех съели. Вон, в Полинезии, там, говорят, до сих пор каннибалы живут. Гниение, третий вызов. Гниение и упадок соседних цивилизаций. Слабость противника – это тоже вызов, поэтому слабость противника порождает у другого противника надежду на легкую победу. Ну вот Рим стал загнивать. Вот его германцы и завоевали легко. Итак, элита – это творческое меньшинство, которое правит сначала в силу своих заслуг и авторитета, а затем элита начинает вырождаться и правит силой оружия. Затем элита погибает и уступает место на вершине власти другой элите. Ну, как сказал Парето, история – это кладбище цивилизации. Кладбище элит. Кладбище аристократий. То есть элита возникает на дне общества, завоевывает власть, расцветает, вырождается и гибнет. Почему гибнет? Ну, мое объяснение в том, что женщины-психологи выбирают самых перспективных мужчин, но брак с женщинами-психологами приходит к вырождению. То есть вместо спикера появляются правители-психологи, ну и элита гибнет, аристократия гибнет. Ну, это мое объяснение. Элита должна превратить вялые и инертные массы в своих волевых, стремящихся к новым целям спутников. Масса – это не творческое большинство. Масса лишена способности творить и должна подражать элите.
Тойнби не смог сформулировать критерий, который отличает одну цивилизацию от другой. Поэтому Тойнби назвал слишком много цивилизаций, 21. К тому же Тойнби буквально утонул в информации об огромном количестве исторических фактов и не смог ясно изложить свою концепцию. Я сделал это за него, за Тойнби, поэтому он должен мне быть благодарен. Так как Тойнби не умел выделить главное в своей концепции. Итак, по полочкам разложу всю его теорию. Итак, примеры успешных ответов цивилизации. Первый пример. Охотники Сахары. То есть, когда у нас здесь был ледник в Европе, в Сахаре был процветающий край. Не пустыня, а саванна. Там водились слоны, бегемоты, антилопы. И охотники жили прекрасно. А потом ледник в Европе стал отступать, и началось иссушение Сахары. Это был вызов. То есть эти охотники должны были или что-то изобрести, или умереть в пустыне. Ну и они сделали два великих изобретения. Первое. Кочевое скотоводство. Они стали вводить стада от одного оазиса к другому по сезонному маршруту. Ну и сегодня уже кое-где эти кочевники водят стада. Например, там чукчи водят стада оленей по тундре. До сих пор. А в Америке индейцы никогда не имели скотоводства. Они просто охотились. Не знали этого изобретения индейцы Америки. Второй ответ. Эти охотники ушли в болото на берегу реки Нил и изобрели поливное земледелие. Стали строить каналы и дамбы. То есть по каналам шло орошение земли, а за дамбами не спасались от наводнения. Каждый год на Ниле были наводнения. Вот они каждый год ремонтировали эти каналы и дамбы. Ну а после Нила эти охотники бывшие ушли в Междуречье, Тигр, Евфрат, и там снова построили систему орошения и поливного земледелия. Ну, вот этим изобретением мы до сих пор пользуемся, то есть земледелие. Ну, просто потом, ну, то есть эти египтяне и жители двуречья, они копали землю деревянными лопатами, там песок, деревянными лопатами. Ну, а потом изобрели плуг, сначала он был деревянный, потом железный. Ну и возникло пашенное земледелие. И можно стало уже заниматься земледелием не только на берегу реки, в пустыне, а распахивая там земли в степи, в лесу, где угодно. Так, следующий пример цивилизации. Андская цивилизация. Анды. Она возникла на территории Нагорья в Южной Америке. Вызов для предков инков – это малая территория земли в горах. Мало земли, там склоны каменные. Поэтому они построили террасы. Там у них был суровый климат и низкое плодородие. И так построили террасы. Ну, проблему решили. Там были новые сельскохозяйственные культуры.
Ну, картофель, помидоры, тыква и так далее, кукуруза. Цивилизация расцвела, но она была такая у них. Они железо не знали. У них не было лошадей одомашненных. Ну и потом, вы знаете, приехали на кораблях испанцы, вооруженные железным оружием, пушками. Ну и анская цивилизация погибла. Она не нашла ответ на нашествие испанцев. Ну а испанцы заставили индейцев добывать золото и серебро и ввести эти товары в Европу. Кстати, цены на золото в Европе резко упали. Вот так. Погибла анская цивилизация. Следующая цивилизация – минойская цивилизация. Центром этой цивилизации был остров Крит. Эта цивилизация возникла в результате вызова моря. Минойская цивилизация погибла в результате природной катастрофы, в результате извержения вулкана в 1600 году до нашей эры. Но эта цивилизация оставила учеников, ими стали финикийцы. Финикийцы, ну они это нынешний Ливан. Финикийцы жили в горах на берегу моря и имели мало земли, пригодной для земледелия. Но они не стали там строить террасы. Они изобрели морские корабли, морскую торговлю и алфавит. Ну и раз хлеба мало, они его купили, этот хлеб. Что они продавали? Финикийские товары – это бронзовое оружие, изделия из стекла и пурпурные ткани. Ну, красную краску они брали там, из улиток. Очень дорогие были ткани. Но эта цивилизация погибла, финикийская. Их вытеснили с морских путей на Средиземном море. Их ученики, древние греки, которые превзошли своих учителей в торговле. Последняя колония финикийцев – это Карфаген. Он был разрушен древним Римом. Ну, какие товары новые? Товары предложили древние греки. Железное оружие, серебряные украшения, керамика, то есть горшки, виноградное вино, оливковое масло. Ну и поэтому финикийцы проиграли, финикийская цивилизация погибла. Но это все минойская цивилизация. Греки тоже относятся к этой цивилизации. Ну или выросли из этой цивилизации. Следующая цивилизация – античная цивилизация. Древняя Греция, Древний Рим. Они представляют собой одну цивилизацию. Итак, вызов для Древней Греции – это малое плодородие каменистых почв в Греции и нехватка продовольствия в условиях быстрого роста населения. Ну и были 3 попытки у греков сделать ответ на этот вызов. Ответ Спарты состоял в том, что нужно завоевать близлежащие земли в Мессении, там тоже жили греки, превратить завоеванных жителей в государственных рабов и заставить их работать на спартанцев. Но этих завоеванных звали илотами. А спартанцы все свободное время будут тренироваться, заниматься спортом, готовиться к войне. А раз в год эти спартанцы объявляли войну илотам. Илоты платили налоги. Ну, конечно, производительность труда была низкой у илотов.
Поэтому они мало хлеба отдавали спартанцам. Поэтому жизнь у спартанцев была суровой, питались всякой дрянью. Никто там не обжирался. Но спартанцы создали регулярную армию, а не ополчение. И милитаризировали свою жизнь сверху донизу. Но спартанцы не занимались ремеслом и торговлей. Спартанцы были отсталыми во всех отношениях, кроме войны. Ну, вы знаете, что спартанцы делали отбор детей, то есть оставляли сильных, а слабых детей бросали в пропасть. Ну и прочее. Потом Платон из этого составил свою утопию, как проект аристократии. Ладно, второй ответ дали Коринф и Колхида. Он состоял в том, что нужно основать заморские колонии в странах, где есть благодатный климат и хорошая земля. Где они основывали колонии? В Сицилии, в Южной Италии и Фракии, где было очень много плодородной почвы. И оттуда они привезли хлеб. Ну да, вроде бы проблему решили. Но самый удачный и эффективный ответ сделали Афины. Афины позаимствовали изобретения у финикийцев, морскую торговлю и ремесло. А хлеб просто купили на вырученные от торговли деньги. Афины превзошли своих учителей финикийцев в том, что они изобрели первый в мире военный, а не торговый корабль – триеру. Новые товары – это железное оружие, виноградное вино, оливковое масло, серебряное украшения, керамику и так далее. Ну а чем была хороша триера, как военный корабль? Она была вооружена бронзовым носом, она была легкая, это была не баржа там, где возили товары, а легкий быстроходный корабль, вооруженный бронзовым носом. Они разгонялись, пробивали борт финикийцам. И финикийский корабль шел на дно. Или устроили абордаж и так далее. Нашествие персов на Грецию вызвало успешный поход Александра Македонского. Ну и он этих финикийцев завоевал. Древний Рим в ответ на нашествие галлов изобрел мобильное построение пехоты. Ну, на такие квадратики войско было разделено. И в процессе боя эти квадратики меняли легионы, меняли друг друга. То есть сначала была первая шеренга, они, скажем, сражались несколько часов, уставали и уходили в тыл, а на их место вставала вторая шеренга. Когда уставала вторая шеренга, они уходили в тыл, и вступала в бой третья шеренга из этих легионов. Ну, это были ветераны, и они уже никогда не проигрывали. То есть они постоянно в бою менялись, эти легионы, так как были построены в шахматном порядке. Затем римляне изобрели римский кодекс законов. Вот второе великое римское изобретение. Римский кодекс законов. Ну, он получил завершение уже в Византии. Кодекс Юстиниана. Образец для подражания, для дальнейших кодексов. Потом возник на его основе кодекс Наполеона. В России кодекс
Спиранского, ну и так далее. Все остальные кодексы Западной Европы. Россия, следующий пример вызовов. Россия. Первый вызов – это постоянное нашествие кочевников. Всю историю на Россию нападали кочевники. Печенеги, половцы, татаро-монголы. Потому что Россия расположена на дороге из Азии в Европу. По этой дороге шли бесчисленные волны нашествий на Европу со стороны кочевников. В результате подобных нашествий Византия была просто снесена, погибла. Ее турки захватили. Ну, Россия устояла. Устояла. Как устояла? А русские изобрели казачье ополчение, которые и себя защищали, и Россию защищали. Оборону строили по рекам, по реке Урал, по реке Терек и так далее. Ну, а потом эти казаки устроили походы против кочевников, ну, поход Ермака в Сибирь. Продвигались по рекам. Забыл еще второе, значит, русские сделали или позаимствовали два великих западных изобретений. Это огнестрельное оружие. Огнестрельные пушки, пищали, ружья. И второе изобретение – ладья. Ладья. Но они взяли, русские, это у варягов, ладью. Так вот, поставили пушку на эту ладью и продвигались по рекам. Прошли всю Сибирь, дошли до Дальнего Востока. Разгромили всех кочевников из пушки. Ну и раздавили очаг агрессии. Захватили всю эту территорию. И так дошли до Тихого океана. Везде брали ясак, налог пушнины. Поэтому это было не хуже золота, которое получили конкистадоры в Америке. Пушнину, вот было русское золото. Ну и второй вызов – это холода. Россия холодная страна. Ну, русские изобрели русскую печь. Ну, печка, на которой можно спать. Я застал это. У моего деда была русская печь. Ну, это очаг такой. А на печке можно спать. Там где-то метра 2 на 2. Вот. Тараканы ползают, я помню. Ну, в общем, вот русская печь. Русская изба, русская баня. Ну, вот так вот. Решили эту проблему. Кстати, Ермак отправился на завоевание Сибири из поселка Орел, Пермский край. Я живу около этого поселка, скажем так, недалеко, в Березниках. Если развить идеи Тойнби, то можно назвать вызовы, которые привели к 4 великим английским изобретениям. Вот это основа для западной цивилизации. Итак, первый вызов. Но это уже мои идеи на основе теории Тойнби. Итак, низкая производительность труда крепостных работников вызвала необходимость изобрести вместо административных стимулов более эффективные экономические стимулы. Премия и штраф. То есть работники плохо работали, крепостные, поэтому изобрели новые стимулы экономические. Премии, штраф, частная собственность. И люди стали хорошо работать. Так, второй вызов. Дефицит товаров, особенно перца и пряностей, стал вызовом.
который привел к необходимости изобрести океанскую торговлю, океанские корабли, каравеллы и караки. Ну, это в Испании и Португалии. И еще одно изобретение. Рыночная конкуренция, при котором дефицит не может существовать в принципе. Да вон у нас в 1991 году был дефицит, жили на грани голода, но Гайдар ввел рынок, дали частнику право ездить за границу, привезти оттуда пуховики китайские и прочий ширпотреб. Ну и дефицит исчез. Страну накормили, колхозы разорились, и частник накормил Россию. Сегодня Россия занимает первое место по экспорту зерна. Вот что сделал рынок. Раньше корабли были примитивными, и на них можно было плавать только вдоль берега, чтобы в случае бури можно было спрятаться в какой-нибудь бухте. А на каравелле или на караке можно было плавать прямиком через океан. Ну вот поплыли в Америку, открыли новый свет и так далее. Третий вызов. Была конкуренция в Индии со стороны индийских ткачей, которые умели изготавливать ткани ручной работы по очень низкой цене и отличного качества. Это вызвало необходимость изобрести механические ткацкие станки, паровой двигатель и сделать другие технические изобретения. Но эти индийские ткачи сдохли с голоду, когда англичане изобрели станки, ткацкие станки. Четвертый вызов. Злоупотребление со стороны тиранов вызвали необходимость изобрести систему представительной демократии, которая состоит из конституции, парламента, системы разделения властей, многопартийных выборов и политических свобод.